Здравствуйте, друзья! Сегодня в моем обзоре мы познакомимся вот с этой акустической системой, которая сейчас перед вами. Это акустика компании Sony, модель SS-G5A. Начну с того, откуда идет эта серия с аббревиатурой G. Самой верхней системой в этой серии была модель G9. Это очень крупная четырехполосная фазолинейная система высочайшего ультимативного качества. Эта система была создана при поддержке проекта Nastran. Проект Nastran NASA Structural Analytics состоялся в 1972 году. Создание этого аналитического решателя было организовано при поддержке НАСА. Изначально этот решатель был задействован при разработке траектории выведения на орбиту американского спутника Сатурн-5. В будущем этот решатель использовался шире, как инструмент для проведения компьютерного инженерного анализа проектируемых изделий. Компания Sony обращалась за помощью проектирования своей флагманской акустической системы как раз к этой программе. То есть, говоря проще, при создании серии G компания Sony применяла космические технологии. Теперь возвращаюсь к нашей системе G5A. Это урезанная и упрощенная копия старших моделей G9 и G7. Аббревиатура этой системы также содержит в своем обозначении буковку A. Акустика с маркировкой G5 выпускалась в 1977 году, а система G5A производилась несколько позже, в 1980 году. Есть, конечно, конструктивное отличие этих АС. G5 имеет частотную характеристику 35 Гц до 20 кГц. G5A за счет того, что на низкочастотном динамике был применен подвес из ППУ и другая магнитная система, а именно у G5 Alnico, а у G5A ферритовый магнит 75 мм. За счет этого частотная характеристика изменилась от 30 Гц с низов до 20 кГц по верхам. Чувствительность обеих систем достаточно высокая, 93 дБ Вт на метр квадратный. Номинальная мощность систем 80 Вт. Вес одной колонки у модели G5 26 кг, у модели G5A уже 27 кг за счет более тяжелой магнитной системы. Еще немного расскажу про особенности этой системы по сравнению с другими колонками в этом классе. Sony SS-G5A имеет фазолинейную конструкцию. Для тех, кто не в курсе, что это такое, скажу лишь, что динамики всех полос размещены на лицевой панели со смещением по отношению друг к другу так, чтобы высокие частоты, средние частоты и низкие частоты достигали слушателей одновременно, при этом создавая неповторимую реалистичную сцену. Не буду углубляться в подробности описания особенностей этой конструкции, скажу лишь, что достичь правильного положения динамиков очень сложно. Как раз здесь с расчетами помогла Nastran. Освоить фазолинейную конструкцию, в том числе в бюджетных моделях, было под силу только таким компаниям-монстрам, как Sony и Technics. Еще одно отличие, которое придает семейный облик серии G, это, конечно же, дефлекторная лицевая панель. Плоскость отфрезерована таким образом, чтобы вся лицевая панель поглощала отраженные волны. Таким образом, акустика содержит пассивное устройство поглощения звуковых волн, что является еще одним неоспоримым плюсом этой акустики. Но и это еще не все особенности данной системы. Динамики средних частот и низких частот имеют диффузоры, изготовленные по технологии карбокрон. То есть при производстве данных диффузоров была применена целлюлоза классическая, смешанная с волокнами карбона для достижения большей жесткости и легкости диффузора. Ну вот, теоретически я вас с этими колонками познакомил. Теперь пришло время практического применения.
Сегодня я решил в качестве источника выбрать CD-проигрыватель TIC VRDS-20. Это референсный юбилейный аппарат. В качестве блока усиления будет трудиться вот этот вот двухблочный усилитель Technics, предварительный усилитель SU-10000 и усилитель мощности SE-10000. Спросишь, зачем